Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зупа, и сегодня будем играть за капибарку Квина, будем сегодня прокачивать его, надеюсь, его на 7 уровень, и посмотрим вот такой вот модный скин, это скин за последнюю акцию, не помню какая там была акция, честно вам скажу, Лучадора Квин он называется. Ну и погнали, в общем, качать. Оттягивать не будем. Кстати, да-да-да, забыл самое важное, ребят, простите, к сожалению. X3, больше монет из сундуков, 20 и... Ну, короче, еще прилично по времени будет. На 22 часа, кажется, запустили, на 23, ну, в общем, на 24, значит, запустили. Плюс вентик у нас запустили, да. Вентик, кстати, можно пофармить, попробовать. Опять же, тут можно за пингвина поиграть, но... Я знаю, что такое пингвин в соло-боях, ребят, и вы все это тоже знаете. Ну, я думаю, тут вопросов нету, как он быстро будет отлетать. Даже 16 уровня. Ну, сами все понимаете. Поэтому не уверен, что на нем есть смысл играть. Может быть, до 1200 рейтингов все-таки стоит, а дальше уже точно нет. Ну, а в принципе, если там нормально по жетонам будет, то 370 алмазиков залутать можно. Ну, и как бы легендарный скин, вы сами понимаете, вряд ли будут разрабы так легко отдавать. Я думаю, 1000 как минимум дадут очков там набрать, поэтому такие дела. Ну все, погнали качать, в общем, ничего не забыл. А, да, забыл там, забыл. Давайте еще быстренько пройдемся. Здесь есть акция новая, да? Конкурс новый. Вот такой вот модный конкурс. Челлендж по летней коллекции. В общем, здесь наградой выступают монетки 60 тысяч, если у вас 17 лига и выше. Ага, 17 лига и выше. Куда выше? Я что-то не вижу у нас 18 лиги. Ну, вы понимаете, разрабы как всегда. В общем, короче, 60 тысяч монет плюс 35 тысяч, по идее, можно закрабить на каждого из игроков сквада. Если вы там возьмете летнюю коллекцию, скины там, все дела, персонажи с этими скинами, и что-то там сделаете по условиям. Ну, вроде как убивать кого-то надо, скриншотик вроде отправить. Ну, как обычно, вы же знаете, все приколы. Все, идем качать Квина. Все, наконец-то, да, наконец-то. Наконец-то я все, что хотел сказать, сказал. Надеюсь, больше ничего там разрабы не запустят резко, неожиданно. Ну и что, второй слотик у нас сейчас откроется. 420 хпшки мы получаем. У нас сейчас, получается, Квин будет прокачиваться в плане мощной имбы, я так думаю. Ну что, взяли? Сейчас залутаем быстренько 7-й, прокачаем его. Ну, до 7-го, еще до 8-го тоже прокачаем ветку, я думаю. Или не прокачивать. Нет, давайте все-таки прокачаем, потому что здесь оно недорого стоит. А как бы буста дает много, поэтому лучше прокачать заранее. Так, еще слотик открываем. Второй слотик я не знаю, правда, на какой на Квина брать. Наверное, нашу выживаемость возьмем, чтобы он хоть как-то, ну, жил получше, потому что вы врываетесь в замес, против вас куча противников, а вам надо как-то жить, да, а жить нечем. Ну, дефибриллятор, сами понимаете, куда мне сейчас брать, да, какой у меня тут рейтинг, какая у меня тут команда, сами понимаете, так, какой дефибриллятор, как он ему может помочь? Вот я думаю, что никак. Так, ну и 7 уровень, вот он. Еще 500 хпшечки накидываются. Пока что, конечно, это об этом ничего не говорит мне. Рановато еще судить по персонажу, по его хпшке на начальных этапах. Но вроде как, когда я его первый раз тестировал, он был неплох по хпшке. Правда, точно сказать не смогу, но жирненький у нас Квин был. Сейчас возьмем вот это вот все, кроме смайлика, ясное дело. Или этот смайлик бесплатный? Я вот не помню. Ну, если смайлик бесплатный, то тоже возьмем. Скорее всего, он так и есть. Потому что это чуть подальше, там смайлик есть, он платный. А это вроде на халявку можно заполучить. Итак, смотрим. Да, бесплатный смайлик, чё бы нет. Я, конечно, одевать его не буду, мне и так уже там куча смайликов, хотя здесь модненький такой, смотрите. Бинтами перевязанная Квин сдается. Такие эти. Синячок под глазиком, слезки уже идут. Ну, вы понимаете, модно. Так, ну что, Квин прокачан. На 7 уровень, теперь давайте распределим атрибуты, возьмем второй слотик и пойдем разваливать наших рандомных друзей. Так, бомбочка. Честно говоря, забыл, но тут у нас боулинг, значит, надо брать перезарядку, дальность. Ну, радиус у меня есть, 2% ничего не дадут, поэтому берем еще перезарядочку. Дальше дробовик. Дробовик. Кстати, по поводу бомбы есть вопрос. Возможно, вообще на ней не стоит качать дальность. Почему я так говорю? Ну, вы знаете, хотя нет, надо качать, да. Против средней дистанции игроков надо качать. Ну, просто иногда бомба пролетает очень далеко, мимо противника, если вы его впритык бьете, и из этого проблема создается. И как бы, если не качать дальность, то она не пролетит далеко. Логично? Вроде как да. Ну ладно, идем дальше. Дробовик. Дробовик у нас, в принципе, залп. Средней дистанции, если я не ошибаюсь. Ну, дальность десяточка, да. Ну, возьму, наверное, так. Тут, скорее всего, 5%, нет, 12, ну, 24. Блин, давайте возьмем дальность. Хочу подальше бахать. Дистанция средняя, лучше пусть подальше. И копье у нас круговое. Тут берем КДшечку без вариантов. Хотя, более 7% дальности. Не, давайте все-таки перезарядку возьмем, пусть будет небольшой баланс.
Хотя я считаю, что все-таки дальность там была получше. Ух, смотрите, что нападало, за сундуки. Бомба Молотова 9 уровня. А вот это мы возьмем. Вот это вот без вопросиков берем себе красиво, потому что, ну, я, наверное, не знаю, что здесь может быть лучше. Кстати, заметьте, около адреналина еще не выпал. А что, баланс же, да? Да, да, баланс, конечно. Конечно, баланс. Кстати, ребятки, мне там удалось... Да, небольшой инсайдик. Ну, как всегда. Все, что у меня есть, да. Ладно, идем в командный бои, смотреть Квина с 7 уровня, все дела. Я извиняюсь. В общем, какой инсайдик у меня есть для вас? Я там посмотрел лабиринтик, получилось у меня затестить его. Моя команда из 2 игроков. Как интересно. Как интересно. И сейчас Пантера пойдет умрет. Что ж мне так везет-то, а? Так, видите, у Квина нету такого бага, что он, как Пантерка, во время прыжка себе что-то позволяет делать. Так, ладно. По поводу инсайдика. Да, я прошел лабиринтик. Один раз его потестил, больше мне, в принципе, хотелось потестить, но времени не было, в общем, не суть. Итак, что у нас за лабиринтик? В общем, понравился, честно скажу. И не так, конечно, хорош, как мог бы быть. Мог бы быть получше. Ох, дабл-гранатка. Кайфовый. Кайфово. Вот про это я говорил. Вот про это я говорил. Про эту проблему небольшую. Ну, мы сейчас, короче, с Пантерой растащим сквады в 5 игроков. А чё нет? Так вот, про лабиринт. Возвращаюсь в 5-й раз. Или не возвращаюсь? Да, наверное, еще не возвращаюсь. Подождите, ребятки. Сейчас мы тут пингвинчика добьем немножко, чтобы он не душил. Или не добьем. Так, капец, как же их много-то, а? Душнилы. Душные душнилы меня душат, как всегда. Так, похилиться надо успеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пантерочка. Пантерочка. Блин. Сзади пришел сквадик. Короче, ладно, давайте про лабиринт. Ну, тут без вариантов, как бы 2 в 5. 2 игрока против... Скольки? Против 3 сквадов по 5 человек. Ладно, возвращаемся к лабиринту. Могу сказать, награда там неплохая, но она идет аж до 20 уровня. То есть, ну, короче, в начале, ну, золотая лихорадочка вылезла такие, красота. В общем, наградка идет нормальная, только под конец. То есть, в начале тяжело. Я трижды попадал на ботика. Небольшие там нюансики, лайфхаки, получается, с этим всем выяснил. В плане того, что бот часто спавнится в одной и той же двери дважды подряд. Это очень удивительно, на самом деле. Что он так делает, не знаю. И, скорее всего, почти со 100% шансом на 3-й раз он там не спавнится. То есть это момент, вот знаете, как 100% не попасть на бота. Ну и такие вот дела. Мне, кстати, гран-приз не выпал, да, то есть он рандомный. Выпадали изумрудные сундуки, золотые. Немного гемчиков, жетончиков, монеток. Ну, короче, знаете, как-то так маловато было, но у меня была лига низкая. Поэтому я не могу вам точно сказать, что там прям вот на 17-й лиге дается. У меня была низкая лига, я ее специально не поднимал. Поэтому сказать не смогу. Ну, вот такой мини-тест я там провел. Пока что, наверное, это все не особо актуально в плане того, что не факт, что оно у нас будет в таком виде. Зная разраба, все может измениться достаточно быстро. Так, давайте убьем этого прекрасного друга. Бота. Прекрасный друг бот. Золотаем аптечку лишнюю. Ну, в этот раз хотя бы у меня склад есть. Хотя бы я не так много должен впитать в себя урона. Хотя, посмотрите, какой скинчик модный, а. Рестлер. Рестлер. Капибарка. Да, именно так это была задумка разрабов. Вот этот скин, это типа скин рестлера. Да, именно так. Не знаю почему, но вот они решили, что надо добавить вот такой вот скин. Опять же, без анимации, печальненько. Хочется, конечно, чтобы на каждом скине хотя бы какая-нибудь, но небольшая анимация, но была. Вот буквально чуть-чуть, но была бы. Было бы красивенько, если бы после него, там, не знаю, какие-нибудь масочки рестлерские падали, да, там внизу вместо вот этой вот пыли, которая из-под ног. Но, видимо, этот скин того не заслужил. Кстати, у меня, заметьте, в команде первый Никс. Вот это понимаю. К успеху идет. Хотя там должны быть жетоны, по идее, на более высокий уровень. То есть он должен был уже хотя бы 2-й прокачать. Но, видимо, не везет. Так, где противники? Никого не видно? Ага, нашли противников. Ля, какой фламингос. Вы видели, как заевейтил? Ты шо, такой царский евейт сделал? Так, добиваем фламингосика. Ой, так, пока что постоим. Подамажим.
пингвин 9 уровня. А чё нет? А чё б нет? Так, забахаем по пингвину сейчас. Гранатов. Вот это я ненавижу. Понимаете, вот это я ненавижу самое больше всего. Это когда... Граната... Блин, не успел дорезать, надо было прыгать. Ну, моя команда. Просто у нас замес вот здесь, вот, да. Бах, там. Ай, зачем я пошел с командной бои, я не знаю. Просто два боя в никуда просто слились. Ай, 9-й пингвин, если что, на 500 рейтинга. Это, наверное, кстати, он играет... Подождите, нет, ему же нельзя в командных боях подходить. Тогда вообще не понимаю, что он делает. Ой, короче, эти интеллектуальные игроки, это да. Ладно, давайте отправим следующий бой. Надеюсь, сейчас хорошая команда будет. Ну, чем сказать, зубы вампира как-то так себе работают. Не очень полезно. Ну, это пока что мне так кажется, возможно. Может быть... Ну да, граната, которая промахивается впритык, это, конечно, печально. Ой, дать ближнику такую гранату, это да. Ну, не знаю, возможно, уменьшим дальность. Я понимаю, что у меня 500 рейтингов, но можешь хоть что-нибудь, ну, поадекватней, ну, хоть чуть-чуть команду поадекватней. Не, это, наверное, слишком сложно. Так вот, надо, может быть, все-таки дальность гранатки уменьшить, чтобы она катилась не так далеко, и, возможно, тогда она не будет, ну, даже если промахнется, она хотя бы не так далеко закатится и, по сути, сразу разобьется. Наверное, придется так делать. Ну вот, давайте зачекаем, вот просто дальность. Видите, золотой гранат сейчас у меня прокачанный. Но вот куча времени уходит на то, чтобы эта штука докатилась. Конечно, не спорю, что в командных боях это профит, ну, короче, надо будет думать подальше немножко, когда дойдем. Потому что сейчас, наверное, рановато об этом задумываться, но... Блин, жалко дальность в минус нельзя убрать. Было бы красиво. Потому что, ну, если можно было сделать из нее, как бы, ближнюю гранату обычно, было бы классно. Как неожиданно, как неожиданно. Вообще. У меня такое ощущение, что это какие-то, не знаю, там, абузеры-подставушники, которые заводят своих, там, не знаю, свои окна, да, в игру. И потом просто сливают их. Ну, другого варианта у меня просто нету. Кстати, смотрите на урон. Неплохой, да, такой? Ребятки, если что, это, кстати, был бот. Скорее всего. Это команда ботов, если что, 6 уровня. Офигеть. Я не думал, что мне попадутся боты. Почему я говорю, что это боты? Потому что я вижу, как они играют. Ну, я все-таки на тестовом сервере частенько что-то тестирую всякое разное. Поэтому это вот реально боты. Вот то, что сейчас Дона стояла на аптечке вот таким вот прекрасным образом, это делают так боты. 100 пудов так боты только делают. Но, опять же, трубка на Дону. Ну, хотя трубка на Дону, да. Хотя, может, и не боты. Ну, сложно, короче, сказать прям. Ну, просто действовали не как боты. Я надеюсь, не умру сейчас. Я успею добить крабика. Ну, крабик, не убегай, пожалуйста. Так, все, добили крабика, там один убежал. Ага, вот. Кенгуру этих друзей. Достать бы легендарный дробовик, было бы хорошо. Прекрасный легендарный дробовик достается мне. Кстати, моя команда немножко проредела. У нас всего 3. Ну, хотя бы 3. Это уже лучше, чем одному играть в командных боях. Ля, какой дробовичок залетел. Вжух. Сюда. Так, закидываем. И залетаем. Пуш. Не, ну, Капибарка хорош. Вот в ближнем бою он прям хорош. Ему КДшечки подкрутить, наверное, получше, чем дальность была бы. Наверное. Но это не точно. Но КД красиво прям работает. Блин, надо бы сбегать за этой штучкой. За ХПшечкой. Лишней, мне кажется, не будет вообще. Ну, скорость капибары это вообще, да. Кстати, капибара это вроде у нас водное животное, если я ни с чем его не путаю. Ну, вроде водный. Водный друг. Все, добиваем последнего и побеждаем. Вроде бы капибара это у нас водный друг. Он должен плавать быстро. Почему мы сделали плавание медленное? Медленное плавание. Не, ну, конечно, вроде не быстро плавает, конечно. Это вам не акула какая-нибудь, не пингвин с их скоростями, но... Все равно вроде бы как бы он не самый медленный, могли бы чуть-чуть, но улучшить скорость в воде, но, видимо, обойдется, зажали для капибарки скорость в воде. Ну, бывает. Ребятки, на этом мы будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, качайте капибарку. Всем пока-пока.